Задумывались ли вы когда-нибудь, что стоит за истинным успехом помимо академических знаний? Часто ключ кроется в способности тонко чувствовать. Речь идет об эмоциональном интеллекте. Умении распознавать, понимать и эффективно управлять как своими чувствами, так и переживаниями окружающих. Он проявляется в повседневности. Например, когда вы ощущаете чью-то печаль, даже без слов, или способны контролировать свой внезапный гнев. Это также проявляется в умении оказать поддержку другому человеку именно в той форме, которая ему необходима в данный момент. Согласно исследованиям, индивиды с развитым эмоциональным интеллектом демонстрируют более высокие показатели в управлении и работе в команде. Неудивительно, что многие ведущие компании, особенно в Кремниевой долине, активно внедряют курсы по развитию эмпатии и коммуникативных навыков для своих руководителей. Любопытный факт. Психологические эксперименты показали, что люди способны удивительно точно считывать эмоции по мгновенным микровыражениям лица. Эти мимолетные реакции, длящиеся менее секунды, служат важным индикатором чувств, и способность их улавливать — ключевой аспект эмоционального интеллекта. Но есть и другой вид интеллекта, который часто называют житейской мудростью или практической смекалкой. Это умение оперативно адаптироваться к реальным обстоятельствам и находить эффективные решения там, где отсутствуют готовые алгоритмы или инструкции. Например, кто-то может не блистать в учебе, но при этом виртуозно организовывать собственный бизнес, ремонтировать сложную технику или мастерски управлять персоналом. Исследования Роберта Стернберга подтверждают, что многие успешные бизнесмены обладают именно таким типом мышления и способностей. Они превосходно справляются с применением своих знаний в реальных жизненных сценариях, а также эффективно принимают решения даже в условиях полной неопределенности. Этот вид интеллекта часто развивается благодаря жизненному опыту, анализу совершенных ошибок, внимательным наблюдениям и решению практических задач. Таким образом, он не является врожденным качеством, а скорее приобретается и совершенствуется в процессе взаимодействия с реальным миром. Следующий тип — креативный интеллект, определяемый как умение генерировать оригинальные идеи и находить нестандартные подходы к решению проблем. Личности с высоким уровнем такого интеллекта мастерски объединяют, казалось бы, совершенно не связанные концепции и предметы. Зачастую многие прорывные изобретения и инновации обязаны своим появлением именно этому типу нестандартного мышления. Любопытно, что нейробиологические исследования выявили связь творческого процесса с активным взаимодействием различных нейронных сетей мозга. В частности, речь идет о сетях контроля, сетях воображения и так называемых сетях пассивного режима работы мозга. Неудивительно, что озарения и новые идеи нередко посещают нас во время принятия душа, прогулок или перед сном. В эти моменты мозг находится в расслабленном состоянии и начинает более свободно и непринужденно связывать между собой различные мысли. Далее рассмотрим логико-математический интеллект, способность эффективно оперировать абстрактными понятиями, числами и логическими построениями. Именно этот вид интеллекта исторически является основным объектом измерения в традиционных тестах на уровень IQ. Обладатели такого склада ума склонны к глубокому анализу, поиску скрытых закономерностей и построению сложных моделей. Им не составляет труда осваивать комплексные системы и с легкостью выявлять причинно-следственные взаимосвязи между явлениями. Многие выдающиеся математики прошлого и настоящего именно благодаря этим способностям совершали свои великие открытия. Наш мозг использует различные нейронные сети, включая те, что отвечают за контроль, воображение и так называемый режим по умолчанию. Именно поэтому озарения часто посещают нас в душе, на прогулке или перед сном, когда мозг расслаблен и свободно соединяет идеи. Даже для обладателей логико-математического интеллекта великие открытия не сводятся лишь к сухим расчетам. Многие выдающиеся математики описывали свои прорывы как внезапные, интуитивные озарения, когда решение неожиданно становилось очевидным. Следующий вид — лингвистический интеллект, определяющий способность мастерски владеть языком. Это умение объяснять сложные идеи, убедительно аргументировать свою точку зрения и увлекательно рассказывать истории. Люди с таким даром часто находят свое призвание в писательстве, журналистике,
публичных выступлениях или преподавании. Они тонко чувствуют ритм речи, улавливают нюансы слов и понимают мощь метафор. Одним из самых известных примеров является драматург Уильям Шекспир. Исследователи подсчитали, что многие современные слова и выражения впервые появились именно в его пьесах. Лингвистический интеллект неразрывно связан с превосходной вербальной памятью и способностью быстро подбирать нужные слова. Переходя к межличностному интеллекту, это уникальная способность понимать других людей, их настроения, мотивы и намерения. Люди с развитым межличностным интеллектом успешно строят отношения, эффективно разрешают конфликты и вдохновляют окружающих. Такие навыки жизненно важны для лидеров, учителей, психологов и дипломатов. Как, например, политический деятель Нельсон Мандела, известный своей способностью. Психологи акцентируют внимание на том, что развитый межличностный интеллект неразрывно связан с эмпатией. Он также подразумевает способность тонко улавливать невербальные сигналы, будь то жесты, мимика или интонации голоса. Переходя к культурному интеллекту, это уникальная способность понимать и гибко приспосабливаться к разнообразным культурным традициям. В современном мире люди все чаще взаимодействуют в многонациональных коллективах. Там привычные нормы общения и поведения могут существенно отличаться от общепринятых. Культурный интеллект помогает предотвратить недопонимание и корректно истолковывать поступки людей из других стран. Это особенно важно для построения эффективных международных связей. К примеру, в одних культурах прямой взгляд в глаза расценивается как знак уверенности и открытости, однако в других это может быть воспринято как проявление агрессии или даже неуважения. Исследования подтверждают, что индивиды с высоким культурным интеллектом быстрее адаптируются к жизни и работе за границей. Теперь о внутриличностном интеллекте. Это умение глубоко понимать себя, свои чувства, стремления и индивидуальные особенности. Люди с хорошо развитым внутриличностным интеллектом часто склонны к самоанализу и вдумчивой рефлексии. Они четко осознают свои жизненные цели и принимают решения, основываясь на собственных ценностях. Такое самопонимание позволяет им идти по жизни, руководствуясь своими истинными убеждениями и приоритетами. Многие выдающиеся философы и мыслители демонстрировали эту способность в полной мере. К примеру, римский император Марк Аврелий подробно описывал самоконтроль, осмысление и внутреннюю дисциплину. Его размышления и по сей день служат ценным пособием для глубокого самопознания. Перейдем к пространственному интеллекту. Это дар мысленно оперировать объектами в трехмерном мире. Люди с таким типом интеллекта без труда читают сложные карты, мысленно вращая предметы и представляя объемные конструкции. Он является ключевым навыком для архитекторов, инженеров, дизайнеров и пилотов, формируя основу их профессий. Исследования подтверждают, что пространственное мышление активно применяется и в различных научных кругах. Например, химики используют его для визуализации молекул как сложных трехмерных структур. Теперь рассмотрим музыкальный интеллект. Это способность тонко воспринимать ритм, мелодию, тембр и гармонию. Индивиды с этим даром легко распознают музыкальные паттерны и могут их воспроизводить. Удивительно, но мозг музыкантов задействует сразу несколько областей при обработке музыки. Эти зоны отвечают за слух, память и двигательные функции, работая в тесной связке. Исследования показывают, что систематическое обучение музыке способно значительно улучшать множество когнитивных функций, развивая комплексные навыки восприятия и анализа. Пространственное мышление, в свою очередь, является ключевым навыком для архитекторов, инженеров и пилотов. Исследования показывают, что оно активно применяется и в научных кругах, например, когда химики визуализируют молекулы как трехмерные структуры. Далее. Телесно-кинестетический интеллект. Это способность виртуозно управлять движениями собственного тела. Этот тип интеллекта особенно развит у профессиональных спортсменов, танцоров, хирургов и актеров. Люди с таким даром прекрасно чувствуют равновесие, координацию и ритм в своих движениях. Нейробиологи подчеркивают, что у профессионалов мозг выстраивает чрезвычайно точные связи между моторной корой и сенсорными системами. Натуралистический интеллект проявляется в умении глубоко понимать природу,
различать виды растений, животных и природные явления. Обладатели такого интеллекта часто увлекаются биологией, экологией и внимательно изучают окружающий мир. Интересно, что натуралистический интеллект был жизненно важен для выживания древних людей на протяжении тысячелетий. Умение отличить съедобное растение от ядовитого или предсказать поведение животных напрямую влияло на их существование. Рассматривая все эти аспекты вместе, становится очевидно, что интеллект — это не одномерная шкала, а сложная карта способностей. Каждый человек обладает своим уникальным сочетанием сильных сторон и талантов. Эти индивидуальные наборы определяют наш способ взаимодействия с миром и решения повседневных задач. Ведь именно гармоничное взаимодействие различных видов интеллекта формирует то, что мы называем истинным человеческим потенциалом. Предвижу возможную реакцию. Кто-то скажет, что я просто не набрал и баллов в IQ-тесте, и теперь все отрицаю. На это я могу уверенно ответить, что такое предположение в корне неверно. Мой результат был ниже по каждому типу интеллекта, что, безусловно, само по себе уникальное достижение. Наверное, это требует особого таланта, чтобы быть настолько универсально неинтеллектуальным. Именно поэтому нам жизненно необходимо срочно ввести новые категории интеллекта. Например, ютуберский интеллект — умение выбирать темы, гарантирующие миллионы просмотров. Или комментаторский интеллект — талант оставлять замечания, которые стабильно собирают сотни лайков. Мне же лично срочно требуется такой тип интеллекта, который позволит мне получить хотя бы больше 10 баллов. Только так я смогу наконец-то достичь хоть какого-то приемлемого результата. Поэтому если у вас есть идеи для новых видов интеллекта, пожалуйста, делитесь ими в комментариях. Давайте вместе расширим наше понимание способностей и потенциала человека. До скорых встреч и до новых открытий в мире нашего удивительного разума.